Всем здорово, с вами как всегда Леха. Вышел, значит, новый FNAF, ну и почему бы, собственно, не разобрать его на грехи. Так что я представляю вам видео «Все грехи 5 ночей с Фредди. Нарушение безопасности». Чтобы вы понимали, за что именно некоторые грехи я даю игре, советую вам читать субтитры в нижней части экрана. Ах да, забыл предупредить, я не буду давать игре грех за каждый баг, а иначе грехов было бы за 400. Так что сразу за все баги добавлю 10 грехов. Но прошу заметить, что за сильно значительные баги, например, когда вы забрали у Рокси глаза, но позже в призовом уголке она уже будет с ними, и которые могут вам хорошо так подпортить прохождение, я буду давать по одному греху. Грех за название игры. Игру вы проходите за одну ночь игрового времени, но никак не за 5 ночей, хотя игра называется 5 ночей с Фредди. Зачем надо было делать игру красочной и красивой, которая по жару не должна быть такой? В этой сцене нам показали коридор, который ведет к лифту, на котором аниматроники поднимаются на главную сцену. И этот коридор украшен, а на самом лифте нет кнопки. Но когда по сюжету нам нужно спуститься по этому лифту в запчасти и обслуживание, тут уже есть кнопка и коридор никак не украшен. Аниматроники стоят в одной позе, а в следующем кадре уже в другой. Судя по этим кадрам, провод прошел сквозь гитару как-то так. Или как там эта штука называется. В музыке есть барабаны, но по ним никто из группы не стучит. В игре лифт выглядел не так. В этом кадре Рокси стоит в метре от Монти, в следующем кадре уже в 3 метрах от него. Да и Монти был слева от Федора, в следующем кадре уже справа. Чика стояла на лифте, а в следующем кадре уже на сцене. Чика не стояла в предыдущем кадре на поднимающемся полу, чем Монти зажимает аккорды. Чика явно стояла дальше от Федора. В этом кадре 2 сцены были в 2 метрах от пола, а в следующем уже на уровне пола. И Монти с Рокси куда-то испарились. В этой катсцене, получается, есть только сцена и все? А где этажи, другие лавки, столы, заборы, фотобудки, которые были в игре? Какой смысл от этой линии? И сразу разрядился, сука, да на каком заводе вас делают? Почему отражение в зеркале размытое? Я, конечно, понимаю, что это просто наложено на объект текстурка с прозрачным объектом, но можно же было эту текстурку сделать четче. Как ты смог забраться в Федора, если только он и может открыть место, в которое ты забрался? А Федор на тот момент был выключен. Как это место подходит для тортов? По-любому механизмы Федора смазывают машинным маслом, и оно будет капать на торты, которые дети, блин, едят. Откуда у тебя там взяли часы, если я все это время в тебе сидел? Это, конечно, хорошо, что игра продемонстрировала нам работу часов, но если подумать с точки зрения Грегори, то почему Федор сам этого не сказал? Федор сказал одно, а в сообщении написано другое. Если ты запрограммировал не замечать эту кнопку, то откуда ты про нее знаешь? Да и тем более, как ты смог активировать ее? Зачем аниматроникам бронированные двери в кладовку? Это, конечно, отлично, что в игре есть сохранение, но как с ней взаимодействуют посетители? Ни за что не поверю, что посетители могут так же, как и Грегори, сохраниться. Придумали бы другие сохранения, например, как в последнем Резиденте в качестве сохранений были печатные машинки. Почему тут поставили коробки вместо лестницы? Я, наверное, знаю почему. Потому что Грегори не умеет в этой игре лазить по лестницам. Откуда здесь картинки со старых пиццерий? Монти, ты не пробовал стекло выбить своей мощной лапой? Хотя его там вроде и нету, если в настройках игры увеличить яркость. Тогда откуда звуки? Если эти шарики действительно висят в воздухе, то ленты, держащие их, должны быть не извилистыми, а прямыми. Как она меня не видит, смотря в зеркало? Или для аниматроников оно тоже размытое? И вообще, почему в зеркале нет отражения Рокси? Почему, чтобы попасть к Федору, нам нужен фотопропуск, а не 5-й уровень доступа? Почему сюда может только с Федором? У Федора, что ли, есть какой-то специальный ключ? Да даже если бы и был, то куда бы он у себя его положил? Зачем он тут стоит и моет полы на протяжении всей игры, если тут все равно никто не ходит? Что? Как ты узнал, что я сломан? Гриша, по сути, только спрятался в медпункт, и больше он там ничего не делал. А Федор как-то уже и забыл, что вообще-то Гриша ранен. И, собственно, зачем Федор меня тогда сюда притащил? Я до сих пор не понимаю, как Ванесса прошла через эту преграду. Даже если бы она как-то и открыла эту преграду, то когда Грегори вышел из медпункта, на преграде висела цепь. А я сомневаюсь, что Ванесса успела бы ее так быстро перемотать.
Федор разрядился, но почему он тогда не убивает Грегори? Если дальше по сюжету Федор разрядится, то он убьет Грегори. Я пытался подождать и стоял так минут 5, но ничего не происходило. Из него даже вылезти нельзя. Почему Гриша просто не подождет, когда Федор зарядится? Почему Федор заряжается так долго, хотя дальше по сюжету он заряжался намного быстрее? И вообще, зачем Гриша с Федором устраивали эти походелки по комплексу, если можно было просто спрятаться где-нибудь и подождать до 6 утра? Но нет, нам же так обязательно полностью улучшить Федора, чтобы выбраться. Чика ест мусор, потому что он ей нравится, и она из-за этого ломается. Но почему бы просто не стереть эту возможность из кода Чики, чтобы не нужно было вычитать часть зарплаты из работников кухни на починку Чики? Куда этот же мусор попадает после клюва, если внутри только эндоскелет? Чика либо не слышит, либо ей похрен на открывающуюся сзади дверь. Хотя дверь достаточно громкая, чтобы ее можно было услышать. Монти, как ты сюда попал? Если дальше по сюжету с помощью когтей Монти вы пройдете через эту калитку, то там не будет никакого входа. А эта калитка сейчас закрыта. И вообще, зачем Монти запрограммировали на такую агрессию, на которую жалуются посетители? Ты собираешься меня догонять или нет? Чика телепортнулась, что ли, сюда? Да и вообще, в игре будет довольно много перемещений аниматроников в пространстве, и даже Федор может телепортнуться прямо у вас на глазах. А зачем Чика-то ушла? А почему бы просто не подавать питание в двери постоянно, чтобы двери держались в сотни раз дольше в таких ситуациях? А хотя заряд у двери, по-моему, даже не заканчивается. А, Чика зачем-то сюда решила уйти. И снова ей похрен на громкие двери. Двери закрылись, и нам нужно попасть в главное лобби. Для этого нам нужен входной билет, а у нас его нет. Но зачем он нам нужен, если можно просто перелезть, так как все равно Грегори ничего не сделает за это, потому что ночь и в комплексе никого из людей, кроме Ванессы и Грегори, нет. Хотя нет, специально для Грегори, видимо, кто-то оставил бесплатный входной билет. И, кстати, почему такое огромное здание в несколько раз больше ЦУМа охраняет один человек? Почему перед Грегори калитка не открылась, а перед Федором открылась? Смысл тут было ставить звуки напряжения, если даже сам Грегори видел, что там просто обычные пластиковые шарики. Нифига себе у них воспитатель, который за головы детей поднимает. Так поставьте здесь ограждение специально от детей. А почему, собственно, выключился свет? Как солнце поменяло цвет с ярко-желтого на темно-синий? И откуда у него взялась шапка? И вообще, зачем сделали эту вторую личность солнца, которая может убивать детей? Например, отдали вы своего ребенка в детсад, вырубили свет, и ребенка уже нет? Нахера так сделали? Какой дурак расставил генераторы в тех местах, в которых ходят маленькие дети, которые обязательно могут отключить их, или что еще хуже, залезть в нем не туда и получить разряд тока? Почему солнце раньше не пыталось выкинуть нас из детсада, а сейчас вдруг решило? Как Федор сюда попал, если ранее он сказал, что не может сюда попасть? Монти только что тут не было. Если вы попытаетесь вернуться в детсад, то солнце попросту вас не пустит. Но как оно узнает, что Грегори сейчас съедет? Почему у Грегори появляются глюки и эти эффекты, когда рядом Венни? Как Грегори вообще увидел Венни, если он в животе Федора ничего не видит? Да и тем более живот Федора находится ниже круглого стекла. Если логически подумать, то когда Федор заряжается, через него проходит очень высокое напряжение в аккумулятор, который, будучи заряженным, способен держать продвинутую систему Федора заряженной в течение часа. Но тогда почему Грегори сидит в заряжающемся Федоре и его не убивает током? Кстати, зарядки на час довольно мало для нормального длинного выступления. Как Федор умудрился испачкаться после зарядки? Почему ты раньше не дал мне эту возможность? В чем была проблема? В сценаристе, как всегда.
Бот с картами дал мне бумажную карту, но у Грегори она почему-то уже в электронном виде. Да и тем более Федор сказал, что пометит оба выхода на карте, но здесь никаких выходов не помечено. Кто поставил эти перегородки здесь и зачем, если их может спокойно обойти, или что еще проще перелезть через них? Ну или на крайняк вообще уронить их, так как они, как вы видите, ничем не закреплены. Как эта малепусенькая хрень может меня убить, если она размером с кота, и Гриша ничего не мешает просто свернуть ему шею, или что еще лучше оторвать голову со всеми конечностями? Знаменитая вентиляция, названная в честь Грегори Бранта, который себе всю жопу стер, скатываясь вот с такой фигни. Кстати, ты прав. Я добавлю еще две причины, почему Грегори не смог бы никак скатиться по этой вентиляции. Потому что угол наклона у этой вентиляции слишком низкий, и потому что поверхность из металла и не покрыта маслом. Почему мы не можем сейчас призвать на кухню Федора, если дальше по сюжету сможем, хотя в проходах ничего не изменится? Энергия у двери бесконечная. А нет, все же не бесконечная. Зачем ставить автоматы с продуктами в разных углах кухни, если можно их все поставить вместе, и работникам кухни будет удобнее и быстрее готовить? Соус вроде набрызгали на тесто, а вроде и размазали по тесту. Чика будет есть этот мусор вечно, я проверял. И снова Чике похрен на громкие двери. И, кстати, на яркий фонарик тоже. Ну так возьми ломик или что-нибудь потяжелее со склада, чтобы разбить это стекло, а потом уже нажать кнопку. Над этой дверью висит динамик, означающий, что сюда может пройти только Чика или кто-то с ее голосовым аппаратом. Но тогда как Грегори сюда прошел? Чика только что была на кухне и ела мусор, а теперь она уже в раздевалке. Надеюсь, что хоть не в мужской. Ни за что не поверю, что Ванесса за долю секунды переоделась в Венни. Что такое, бэби? Я тебе не нравлюсь такой? Злодейка, как всегда, оставляет полезные предметы, чтобы можно было спокойно сбежать. Ей похер на пацана, стоящего прямо перед носом, которого она хочет убить? Так, дети, запоминайте, твердый материал под названием пластик у нас теперь растягивается. Это на самом деле не так, пластик не растягивается. Какое совпадение, специально для нас здесь кто-то оставил билет за кулисы. Собственно, откуда? Откуда? Аниматроник с весом примерно в 500 килограмм подпрыгнул на 3 метра. Что еще придумаете, Стилвул? Фредди держится за живот, как будто он у него болит. Но на деле он у него не должен болеть, так как у него нет нервной системы. Думаю, не нужно объяснять почему. Зачем Монти забрался на эту будку, если он все равно с нее не видит Грегори даже в упор? По-моему, Монти только что стоял на какой-то будке, а не у сцены. Венни нету, Венни есть. Почему Федор сюда не зашел вместе с Грегори? Как Луна ушла так быстро? Просто возьми что-нибудь тяжелое и разбей стекло возле двери. А что Грише мешает перелезть через этот забор, вцепившись в эти дырки в нем, вместо того, чтобы ползти через вентиляцию с куклой-убийцей? Кстати, ставьте лайк, если перелезали через такие заборы в детстве. И вы хотите сказать, что вот эта детская комната — это комната охраны? Кто только что открыл этот проход? Ванессы и Федора нет, Ванесса и Федор есть. Честно, я всеми способами пытался привлечь внимание Ванессы, но ничего не помогло. Даже фонариком пытался ее привлечь, но она просто уходит. Вообще похую. Как Федор узнал, что это именно Грегори? Почему двери будут открываться только после починки Федора? Охранница, которая не пытается ловить злоумышленника. Дайте разрабам Оскар за самый лучший скример за всю историю игр. А собственно, куда все пропали? Или подождите? Что ты сделал? Говори, ну! Чтобы было больше чтобы было честнее, я сначала разберу на грехи поломку Чики, а потом поломку Монти. Перила вышли из чата. На таких мостах без перил довольно опасно находиться, и за такое владельцы этого комплекса могут даже засудить.
Почему эту дверь не закрыли? А если туда ребенок зайдет? То есть вы хотите сказать, что буквально каждый час ставите сюда новый дорогущий бластер с ультрамощным лазером, ослепляющим аниматроников сильнее, чем яркий фонарик? Где владелец комплекса берет столько денег? Этот бластер, кстати, не разрядится за всю игру со своим ультрамощным лазером, а наоборот, будет сам заряжаться. Зачем Венни оставила вентиляцию открытой, если сюда любой желающий может залезть так же, как она или Грегори? А, она еще и написала здесь свое имя. Гениальная злодейка. If you find the security office, I am sure you will find something that will help you. А где, блин, эта комната охраны, Федор? Могли бы ее подписать или отметить как-то на карте, но нет. Давайте лучше скажем игроку найти ее, а где она не скажем, чтобы игрок ушел в жопу карты и искал ее там. Так тут еще и билет на боулинг Бонни, про который нам ничего до этого не говорили. И если бы вы не нашли его, вы бы хрен продвинулись по сюжету дальше. А на боулинг вам обязательно пойти, чтобы пройти по сюжету дальше и сломать Чику. Короче, тут все с разряда. Поговорим после того, как ты выполнишь задание. А, ну спасибо. Когда я их тут увидел, я чуть не отложил кирпичей. Как они здесь вообще оказались? Этой штуки только что тут не было. Чике похрен на опускающийся пресс, который может ее убить? Зачем надо было к ней подбегать? И Федору, видимо, тоже похрен на пресс. Давление пресса явно тяжелее, чтобы не оставить Чику в полуцелой форме, так что Чику должно было в прямом смысле полностью расплющить. Какая сила вас обоих потащила вниз? Как Грегори выжил при таком падении? Дверь открылась сама после того, как вы взяли клюв Чики. А теперь Чика еще и телепортнулась. Если посмотреть вниз, то там никого не будет. Но если спрыгнуть туда, то там уже будут альфа-боты-охранники. И кстати, грех за измененный звук скримера альфа-ботов-охранников. Опять Чика телепортнулась. Мне кажется, Чика это Эндермен. Венни нету, Венни есть. Когда вы заменяете голосовой аппарат Федора на голосовой аппарат Чики, голос почему-то только исказился, а не полностью заменился на голос Чики. Чтобы попасть на гонки Рокси, вам нужен либо клюв Чики, либо когти Монти. Но зачем они мне нужны, если Грегори просто может перелезть через эту калитку? Она же не под напряжением, блин. Ну ладно, даже если под напряжением, то почему Федор просто с Грегори на руках не перепрыгнет через нее, как он это сделал, когда спасал Грегори? Монти сказал, что они закрыты на ночь, но мне кажется, что это надо было говорить не тогда, когда лифт уже ехал туда, а до того, как кто-то заходит в лифт. Например, чтобы это говорил бот перед лифтом. И снова такая же хрень с билетом. Ну вот откуда игроку было знать, что квестовый предмет находится где-то здесь? А потом вы еще и полчаса или даже больше будете париться над гребаным лабиринтом, чтобы убить Монти. В инструкции написано: сначала поставь синий в угол, потом сам разберешься. Но, во-первых, что или какой синий нужно поставить в угол? А во-вторых, я сам не разобрался. Разрабы, пожалуйста, уберите этот лабиринт, удалите его, уберите все стены и сделайте просто коридор к этой вентиляции. Но сделайте так, чтобы этого лабиринта больше никогда в игре не было. Зачем владелец комплекса поставил здесь эти пушки и ведро с шариками, если тут все равно не место посетителям? О, привет. Убей Гришу. Да нафига тебе эта пушка? Да блин, убей Гришу уже. Все понятно. Полутонный аниматроник прыгает на 10 метров вверх. Походу в огромном ведре пару десятков шаров размножились в пару сотен таких же шаров. Вы, конечно, можете сказать, что там уже было много таких шаров, но тогда счет был бы не на нуле, а примерно где-то на этом уровне.
Монти не мог отрикошетить от прямой балки вправо на эту балку. Да и тем более он падал на траву, а упал почему-то на сцену. Это когти, но когти от ног, хотя к Федору они почему-то крепятся как руки. Почему в этой машине только 4 функции? Хотя для каждой функции должно быть еще по несколько задач. Например, сломалась у Монти голова. Вы нажимаете на улучшение Монти, и машина вместо головы чинит ему руку. Федора только что не было на кушетке. И как всегда, Рокси телепортнулась из главного атриума в гонке Рокси. В этой записке сказано, что Рокси постоянно мешают работникам чинить трек. Нет, не этот, а вот этот. Но почему бы просто ее не выключить и все? Какая сила тебя оттуда вытолкнула? Good job. You have found a driver assist head. I do not believe it will work in that condition, though. However, there is a staff repair station in the West Arcade. You will need a dance pass to access the West Arcade. Почему бы не отнести эту голову в сервис запчастей обслуживания? Потому что туда нам не нужен никакой билет, и туда намного ближе, чем в зал игровых автоматов, в котором нам надо будет еще и сбросить 5 рубильников, и там за мной охотятся аниматроники. И что плюс в сервис запчастей обслуживания может пройти Федор. В общем, нам просто раз так в 5 усложнили задачу, и все. Зачем вам нужен такой огромный диджей, если он запросто может случайно наступить на кого-нибудь? А дальше, я думаю, не нужно объяснять. Ну что за телепортация? Как он ползает по стенам с таким-то весом? С рубильниками такая же история, что и с генераторами в детсаду. Только тут, мне кажется, еще не хватает таблички «Нажмите». Как-то слишком быстро голова починилась. Откуда Грегори знал, что Рокси вдруг решит прыгнуть перед ним? И снова он каким-то непонятным образом смог выжить после такого падения. Все, я понял. Гриша разве не должен был получить высокий разряд тока от прикосновения к месту, из которого искры сверкают? У Рокси и в инвентаре глаза с ресницами, а у Федора ее глаза уже без ресниц. Глаза еще не подключены, а в них уже светятся зрачки. Ну а если это другой цвет, то грех все равно поставлю, потому что у Рокси он был оранжевый, а не ярко-желтый. I didn't know Roxy could see through walls. These are Roxy's eyes? Well, yeah. Сейчас мы узнали, что Рокси могла видеть сквозь стены, но почему она не использовала эту способность против Грегори? Freddy, it's open, let's go! No. I cannot exit this facility. Почему ты не можешь уйти со мной, если в другой концовке сможешь? Что, блядь? Ага, значит теперь перила уже есть. А я вам про что? Грех я не буду ставить, потому что уже поставил. В другой концовке нам показали, что голова Федора была в мертвом состоянии, но тут она уже целая. Как он смог сказать вперед суперзвезда, если голосовой аппарат остался в груди? Может быть, динамик находится за челюстью, но без голосового аппарата он не сможет говорить, а будет издавать лишь звуки, похожие на звуки Чики после поломки. Кстати, то же самое дам за момент починки Федора. Зачем было поджигать это все? А почему, собственно, нельзя было открыть эту дверь раньше? Разве что-то изменилось? Ну нахрена ты спрыгнул с ней, если можно было просто ее скинуть? Я, конечно, понимаю, что это игра с низким возрастным рейтингом, и тут бы в любом случае с ней не было бы никакого фарша, переломов и торчащих костей после падения. Но могли бы придумать какую-то другую причину ее смерти. Почему от Федора не отлетели части корпуса и эндоскелета при таком падении? Значит, нам даже не нужно было на кнопку нажимать, чтобы открыть дверь. А нахера мы тогда бегали и пытались получить 7-й уровень доступа? Где они взяли ключи от машины? Что на таком расстоянии от комплекса делает бот с картами? Мелкий майнкрафтер вводит машину. Ага, поверил. Ну и бредятина. Как-то маловато осколков, вам не кажется? Федор зарядился через уши? Ага, поверил. Ну и бредятина. Пластик не проводит ток, так что Федор не зарядится.
Полутонные аниматроники прыгают на 10 метров вверх, мелкий майнкрафтер водит машину, пластик проводит ток. Что дальше, Стилвул? Вода будет гореть просто так? Опять же, Гриша просто мог перелезть через эту калитку. This elevator does not appear to follow any safety protocols. I do not think it can survive more than one trip. А как тогда люди, которые выкапывали эти катакомбы, поднимались обратно по этому лифту? Федор же сам говорил, что был здесь с кем-то, но сейчас он почему-то говорит, что лифт не выдержит больше одной поездки. Зачем в строительном лифте сделали музыку? Да даже если зачем-то и сделали, то зачем ее сделали именно искаженной? Какая аномалия протолкнула старую пиццерию из 6-го ФНАФа на уровень канализации пиццаплекса? С каким бы зарядом вы сюда не провалились, то после проваливания в любом случае заряд будет 100%. Автом выжил после сдавливания насмерть внутри аниматроника и после пожара в конце 6-го ФНАФа. Я даже не удивлюсь, если он вернется в 10-й части. Он же у нас... Always come back. Тут съемка видео запрещена. Камеру вырубаем. Камеру вырубаем. Мудила, блядь. Какая камера нас тут снимает? Ну что за телепорт? Если вы слепанете аниматроника, то он продолжит за вами идти, не двигая ногами. Почему спустя много лет жительства с Афтоном сгусток решил убить его именно сейчас? Как они отсюда выбрались, если лифт больше не работает? Ах да, забыл дать грех за кривой перевод. Испугались? Обосрался.